Видео сделано в информативных и развлекательных целях. Вся информация взята в открытом доступе в сети интернет. Цель канала лишь информировать вас о происходящем в интернете. Помните, я или моя напарница не несем ответственности за дальнейшие ваши действия после просмотра этого видео. Итак, в этом видео мы рассмотрим, почему роль электронной почты по-прежнему значима и как она помогает в повседневной жизни. Как взломать такой популярный сервис, как Gmail. Какие методы используются в защите этого сервиса? Сколько выделяет средств корпорация Google на свою защиту? Как обезопасить себя от взлома? В видео я докажу вам, что почту взломать все-таки возможно. Приятного просмотра! Электронная почта остается важнейшим инструментом для профессиональной и личной жизни, несмотря на появление новых мессенджеров и социальных сетей. Для многих это не просто средство коммуникации, а полноценная платформа для организации, общения, хранения и передачи важных данных. Тут возникает вопрос, чем же для нас является электронная почта и чем утрата контроля над ней может нам навредить? И ведь правда, это своего рода идентификатор личности в цифровом мире. В большинстве онлайн-сервисов при регистрации указывается именно почта, а не номер телефона или аккаунт в социальных сетях. Электронная почта используется для подтверждения личности, восстановления паролей и настройки двухфакторной аутентификации. В 2024 году почтовый адрес остается главным ключом к большинству сервисов и приложений, от онлайн-банкинга до социальных сетей и подписок, в том числе на твой любимый Pornhub. Представь только, если ты сейчас остался без доступа к своей основной почте, которая подвязана к двухфакторке всех мессенджеров и аккаунтов. А восстанавливать забытый пароль к аккаунту в Телеграме через что будем? А может в WhatsApp? И ведь не редкость, когда забывается, казалось бы, даже самый запомнившийся пароль, который состоит не по дефолту из даты твоего рождения, а действительно сгенерированный надежный пароль, то основным каналом для восстановления доступа, подтверждения личности или смены устройства в таких случаях является именно наш верный друг и помощник — электронная почта. Когда возникает необходимость восстановить доступ к аккаунтам, именно она служит основным инструментом для отправки ссылок на сброс паролей и получения подтверждающих кодов. Также она служит своего рода точкой безопасности для всех остальных онлайн-аккаунтов и приложений. Современные почтовые сервисы предоставляют большие объемы облачного хранилища, где письма, файлы и вложения сохраняются на длительный срок. Gmail и другие сервисы предоставляют пользователям терабайты данных, и многие используют свою почту как архив для личных и деловых документов, фотографий, квитанций, чеков и прочих важных скринов. Доступ к этим данным всегда возможен с любого устройства, подключенного к интернету, что делает почту надежным и доступным хранилищем, в отличие от внешнего SSD-шника, который нужно всегда носить в кармане. Но и тут не все так однозначно. И среди всех популярных почтовых сервисов я выбрал именно Gmail. Просто потому, что пользуюсь им сам и пользуются миллионы людей по всему миру. Ведь он считается одним из самых популярных. Про Proton, Outlook и так далее я не забыл, и до них мы тоже доберемся. Итак, что же насчет взлома? Кто не в курсе, Gmail, он же Google, применяет множество методов защиты, чтобы обеспечить безопасность данных пользователей, защиту от случайных взломов и мошенничеств. И ключевыми методами защиты являются шифрование при передаче данных HTTPS, используется для шифрования всех данных, передаваемых между устройством пользователя и серверами Google. Это и защищает сообщения от перехвата при их передаче. Двухфакторная аутентификация, она же ТУФА, и тут поведать чем-то новым я не могу. ТУФА стала для нас уже чем-то большим и используется практически в каждом аккаунте. Обнаружение подозрительной активности, и тут Gmail анализирует поведение пользователя и отправляет уведомления в случае выявления подозрительной активности на аккаунте, например, входа в учетную запись нового устройства или из необычного местоположения. Пользователь может подтвердить или опровергнуть такую активность. А ведь если вспомнить, то действительно при авторизации почты на новом устройстве необходимо подтвердить вход на старом, выбрав совпадающее число. Защита от фишинга и спама с помощью искусственного интеллекта, который осуществляет анализ и обработку миллиарда сообщений на наличие в них фишинга и спама. Но нужно понимать, что целенаправленный фишинг с целью получения именно твоей почты возможен. Одни учат, как лечить, другие учатся заражать, и эта пищевая цепочка преследует нас на каждом шагу, пора бы запомнить уже это. Защита от вредоносных вложений, так званых вирус, что тоже является немаловажным. Если письмо попало в спам или ты получил письмо от сервиса Google, что оно составляет угрозу, не игнорируй данное сообщение, обрати внимание. Возможно, ты стал интересным хакером.
Безопасная отправка писем с режимом конфиденциальности, что в наше время не новость, но довольно полезная функция, которая поддерживает режим конфиденциальности, при котором пользователи могут устанавливать временные ограничения на доступ к письму и использовать пароли для открытия письма. Этот режим также позволяет запретить пересылку, копирование, скачивание и печать содержимого нашего письма. Защита от подбора паролей и подозрительной активности состоит она из двух пунктов. Первым является анализ подозрительной активности. Если Gmail замечает попытки входа из незнакомых локаций или устройств, он может временно заблокировать аккаунт и запросить дополнительные подтверждения личности. Вторым пунктом является ограничение частоты попыток входа. Если кто-то пытается подобрать пароль, Gmail ограничивает количество попыток входа, чтобы предотвратить успешную авторизацию в дальнейшем. Защита от утечки данных с помощью всеми любимого нам искусственного интеллекта и машинного обучения. Тут комментарии излишни. Защита по API для сторонних приложений. И тут Google предоставляет безопасные API для сторонних приложений и сервисов, ограничивая их доступ к данным учетной записи пользователя. Google периодически проверяет приложения и уведомляет пользователей, если какие-то из них стали небезопасными или запрашивает слишком много прав. Программа защиты аккаунта Advanced Protection Program. Она предназначена для пользователей, которые могут быть подвергнуты повышенному риску, например, журналисты или правозащитники. В таких случаях Google предлагает программу дополнительной защиты. Она включает усиленные методы аутентификации, более строгие проверки безопасности и ограниченный доступ сторонних приложений к данным Gmail. Google ежегодно вкладывает миллиарды долларов в безопасность своих сервисов. Устраивает программы вознаграждений для исследователей безопасности, которые выявляют уязвимости Gmail и других сервисов компании, за что только в 2022 году они потратили более 15 миллионов баксов. И после того, как я поведал тебе про все методы, которые используются при защите нашего главного гостя, у тебя все же остается вопрос, возможно ли взломать эту почту? Если да, то вот мой ответ. Взломать Gmail, хотя это и сложно, все же возможно. Особенно если хакеры используют методы социальной инженерии или другие обходные пути. Существуют реальные примеры громких кибератак на Gmail, когда взлом почтовых ящиков привел к утечкам данных и серьезным последствиям для компаний и даже для целых государств, что и доказывает важность обеспечения собственной безопасности в сети. Если ты уже решил выйти в сеть, то будь добр обезопасить себя с ног до головы, ибо будешь мамонтом. Всаживайся поудобнее, мы только начинаем. Мало кто знает, но в 2016 году во время президентской кампании США сотрудники избирательного штаба Хиллари Клинтон стали жертвами целенаправленного фишинга. Председатель штаба получил электронное письмо, маскировавшееся под официальное сообщение Google с просьбой изменить пароль. Не подозревая подвоха, он перешел по ссылке и ввел свои данные на фальшивом сайте. В результате хакеры получили доступ к его переписке, что привело к утечке конфиденциальных данных. Впоследствии эта утечка оказала серьезное влияние на предвыборную кампанию и вызвала международный скандал. Этот пример наглядно демонстрирует, как фишинг остается одной из самых эффективных стратегий для кражи данных. Также в 2018 году группа хакеров атаковала Gmail аккаунты российских журналистов и правозащитников. Хакеры использовали фишинговые письма с уведомлениями о возможных угрозах безопасности аккаунта, что заставляло жертв переходить по поддельным ссылкам и вводить свои данные. Особенно настораживало то, что хакеры умели перехватывать SMS-коды двухфакторной аутентификации, что делало атаку еще более эффективной. В результате были скомпрометированы важные данные, многие активисты потеряли доступ к своим контактам и переписке, что значительно усложнило их работу. Этот случай наглядно показал, что даже продвинутые меры защиты, такие как двухфакторная аутентификация, нуждаются в надежном исполнении и дополнительной защите. Но эти ситуации жизни показывают нам две стороны медали. Оба приведенных примера подвергались именно кибератакам с помощью нашего любимого фишинга. И вот же задача, так в чем же все-таки проблема? В защите самих сервисов Google или же все это было по вине самих пользователей? Сейчас и проверим это. На сегодняшний день масштабной утечки всей базы данных Gmail с паролями и личной информацией не было. Google активно защищает свою систему от взломов, шифрует все пароли и использует передовые методы безопасности. Однако утечка данных через фишинг или за потерю устройства все же реальна и возможна.
Крупные утечки чаще всего связаны не с самим Gmail, а с сервисами, где пользователи вводят свои данные для авторизации через Google. Поэтому пользовательские ошибки, такие как использование простых паролей или недостаточная защита почтового аккаунта, остаются основной угрозой для безопасности аккаунтов самих пользователей. В крупных утечках персональные данные могли быть скомпрометированы не через взлом сервисов Google, а через сторонние сервисы. Я надеюсь, что доказал тебе, что сервера Gmail взломать невозможно. Пора подумать о защите своего почтового ящика прямо сейчас, ведь слабым звеном в защите можешь стать именно ты. И для тебя я выбрал несколько важных пунктов. Поехали! Включите двухфакторную аутентификацию, она же ТУФА. Она является одной из самых надежных мер защиты. Google предлагает несколько вариантов. Это SMS-коды, идентификатор, подтверждение через телефон и физические ключи безопасности. Двухфакторная аутентификация не дает злоумышленникам войти в аккаунт даже при наличии пароля. Используйте уникальные и сложные пароли. Пароль должен быть длинным, содержать цифры, буквы и символы. Также рекомендуется использовать менеджер паролей, чтобы избегать повторяющихся паролей. Сложные пароли значительно снижают вероятность взлома методом подбора. Фишинг остается одним из самых простых, но эффективных методов кражи данных, поэтому проверяйте письма на наличие фишинговых ссылок. Проверяйте, от кого пришло письмо, и никогда не вводите данные по ссылкам, если у вас есть какие-либо подозрения. Ложные письма часто содержат грамматические ошибки и выглядят необычно. Не поленись закинуть ту самую ссылку на один из бесплатных сервисов проверки фишинга, например, хотя бы VirusTotal, или на каком-то другом доступном сервисе, благо в данное время их множество. Проверяйте активные сеансы и завершите лишние подключения. В настройках Gmail можно увидеть, с каких устройств был выполнен вход в аккаунт. Если видите подозрительные сеансы, завершите их и поменяйте свой пароль. Настройте уведомления о подозрительной активности. В Gmail есть функция, которая уведомляет о подозрительных фотах или сменах пароля. Это поможет почувствовать себя настоящим оперативником, а не типичным мамонтом, и оперативно отреагировать на попытку взлома и сохранить доступ к почте. И самый важный вопрос сегодняшнего видео. Как же не стать жертвой хакера? Ответ на этот вопрос будет прямо сейчас. Но перед этим поставь тыкалку вверх, подпишись на канал, чтобы не пропускать наши выпуски в дальнейшем, ведь это мотивирует делать нас новые видео. Я хочу успокоить тебя и с радостью сообщить, что реальным профессиональным хакерам вряд ли нужен твой почтовый аккаунт с месячной подпиской на какой-то сервис. Но если ты влиятельный человек, ведешь войну с конкурентами по бизнесу, то будь добр обезопасить себя, ибо на твою почту твои же недоброжелатели могут сделать реальный заказ на взлом. Система безопасности Gmail надежная, но ничто не может гарантировать защиту на 100%, если сам пользователь пренебрегает простыми мерами предосторожности. Отслеживайте фишинговые письма, меняйте пароли, используйте двухфакторную аутентификацию, следите за активностью своего аккаунта. Только осознанный подход и внимательность помогут вам избежать кражи данных и защитить вашу переписку и личную информацию. Истории про атаки на Gmail, про которые я рассказал в этом видео, показывают, что никто не застрахован от угроз. Именно поэтому так важно быть в курсе современных методов кибербезопасности и не забывать про базовые принципы защиты. Всем пока!